Всем большой и пламенный привет! Вы знаете, есть люди, которые помогают запустить цепочку добрых дел, помощи, вдохновения, помочь тебе поверить в доброту, отзывчивость и дарят тебе искреннее желание порадовать. Я очень благодарна за предоставленную возможность не только стать вам информативно полезной при выборе отелей для комфортного отдыха и проживания в Москве. Мы с вами все посмотрим, проверим, чем кормят, где можно и как отдохнуть, в том числе спа оценим. Но мне очень хочется поделиться еще с вами более ценным осознанием, очень важной мыслью, которая поможет развиваться. Стремиться делать жизнь наполненной, интересной, то, что поможет встретить вам людей, которые мыслят и живут изобильно, и вы сможете так же, как они. Но обо всем по порядку. А пока мы вселяемся в отель Алчук Кемпинский, Москва. Он расположен в историческом центре Москвы, и сразу же мы с вами идем на завтрак. Атмосфера уютная, оформление в европейском стиле. Здесь изобилие блюд. Что-то, как яичница или блинчики, готовят прямо при вас. Из десертов есть джемы, ягоды, фрукты, выпечка. Изысканный интерьер, роскошь, блеск, приятное ощущение от интерьера. У нас с вами улучшенный номер в классическом стиле, есть рабочая зона, но здесь мы будем с вами недолго, чтобы успеть заселиться в новый отель. Сегодня дождливый и очень уютный день в Москве. И нас встречает отель St. Regis на Никольской, в пару шагах от Красной площади и Большого театра. Роскошный холл в стиле модерн, природные натуральные материалы, мягкие округлые линии, стиль идеально выдержан даже в деталях. Интересная история у этого отеля. Его хозяин питал глубокие чувства симпатии к балерине, и, вдохновившись ее изяществом, все эти чувства он воплотил, решил разместить либо статуэтку балерины, либо что-то связанное с балетом. Таким образом, каждый номер эксклюзивен. В номере есть все, что нужно, а все, что не нужно, вы можете заказать, и вам любезно все это доставят. Интерьер выдержан в пастельных оттенках, стилистика модерн. Это нам звонят. Есть место для отдыха, рабочая зона, есть все удобства. Вид из окна на торговый центр и центральный детский мир. А в номере тоже есть на что посмотреть.
И в ванной комнате есть на что взглянуть. Теплый пол. И в коридорах в отеле тоже есть на что лицезреть. Посмотрим, что поблизости с отелем. Ну, не могу не зайти в детский мир. Изобилие Барби. Хочешь музыканта, хочешь доктора или праздничную мисс Мира. Снэпстар на любой вкус. Есть игрушки. И, конечно, витражи. Масштаб и сказочная атмосфера просто восхищают. Привет, рыбёхи! Hello! 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 Ой, ты мне улыбаешься! Мир Лего. Воссозданы самые величественные достопримечательности столицы. Потрясающая детализация. Селфи-скамеечка девчачьих посиделок. А за девочкой на гоночном мотоцикле с прищуром наблюдает Эльза и довольная сестренка Анна. О, вот это мужчины! Приоделись, рядом с такими точно ничего не страшно. Вся команда друзей животных свежей зелени вышла пожевать. Своим кормить нельзя, а то диета нарушится. Машуня здесь всем лайки раздает. А вот эту искусную работу и откусить можно. Но, кстати, все кроме мха съедобно. Офигеть. Не только внутри сказочно-волшебная атмосфера, но и снаружи. А здесь праздник урожая, золотая осень.
нагулялись и нагуляли аппетит, поэтому мы с вами в итальянском ресторане Атавола принесли комплимент от шефа брускетта, холодные закуски, карпаччо из говядины с соусом вителла тоната, с базиликовым маслом и крутонами из морковного хлеба, а также тартар из тунца с авокадо и лимонной заправкой, и за кадром остался божественный по вкусу, аромата, восприятию ризотто с грибами и трюфельной пастой. А вечером нас ждет в холле отеля живая музыка и откупоривание шампанского с саблей гусаром. Душевный и очень трогательный получился вечер. А утро мы встречаем с ясным небом и панорамным видом. Завтрак у нас по системе 80-20, овощи зерновые 80% и 20% крахмалы и быстрые углеводы. После вкусного завтрака переодеваемся и в спа. Здесь приятная атмосфера, бассейн, джакузи. Отдельная зона для массажа ног и стоп. Хамам. Ну что, ножки готовы к прогулке, тем более погода располагает. И заодно мы заселимся с вами в новый отель. Очень впечатляющий интерьер, живые сезонные цветы. Производит впечатление ресепшн. В этом отеле он самый гостеприимный, доброжелательный, работают быстро, делая максимум для удобства постояльцев. Мы еще сюда вернемся, а пока лайфхак. Находясь в обилии людей, посмотрите по сторонам. Выйти из толпы можно просто свернув на другую тропинку, и ты тут же начинаешь чувствовать это место, его величие, события, которые происходили в истории. Ведь московский Кремль был белокаменным, и это была первая крепость на территории города, возведенная в XIV веке при правлении князя Дмитрия Донского. И эти стены, хоть и не были высокими, но выстояли осады, обеспечив тыл. И уже в период правления Ивана III белокаменные стены Кремля были полностью разобраны и заменены кирпичными, которые сохранились до настоящего времени.
А тем временем мы вернулись в отель St. Regents, так как здесь есть особая услуга – ежедневная чайная церемония. Но пока мы ее ждем, оценим удобства. Вы только посмотрите на это изобилие. Здесь и взбитые сливки, варенье, мед, закуски, десерты, пирожные, ягоды. А теперь все эти калории пора вложить в полезную энергию. Давайте погуляем по вечернему городу. Поздороваемся с парком Зарядье. Как все волшебно! Я в восторге, я испытываю восхищение и чувство огромной благодарности в душе за эти моменты. Очень много мыслей в голове, переосмыслений и мотивации двигаться вперед. А перед тем, как мы посмотрим с вами номер в отеле, перекусим в угольке. Гребешки с соусом и трюфелем, цыпленок с картофельным пюре, равиоли со шпинатом, хочется еще немного пройтись, рассматривая и наслаждаясь теплым светом огоньков. Душевно и уютно здесь. Холл при вечернем освещении в отеле преображает пространство. Идея сезонности в интерьере просматривается и легко считывается. Это очень интересная задумка. Природные мотивы вплетены в современный стиль, в детали. И как это отражено, посмотрите на люстру. И, кстати, люстры есть даже в лифте. Их вообще здесь особое изобилие. А здесь, на втором этаже слева, проходят завтраки.
Ну что, входим? Напротив нас встречает картина. В прихожей комод, зеркало. И просторный шкаф с зеркальными створками. Есть рабочая зона, бар. Все очень уютно продумано, заботливо обустроено, и все это в мелочах. Обратите внимание на матрешку. Сезонность и в картинах прослеживается. Идея и реализация меня просто приводят в восторг и благодарность за проделанный труд. А здесь, если чего-то захочется, все есть. Ванная комната просторная, элегантно оформлена, все удобно и продумано, вплоть до того, что можно смотреть встроенный телевизор из ванны. И она, кстати, сейчас набирается. За матовой дверью душ, а за второй матовой дверью культурная программа с картинами и всем необходимым для удобства. Доброе утро! Спалось прекрасно, чувствую себя отдохнувшей, а за окном льет дождь, штормовое предупреждение, и это значит, что весь день мы проведем в спа. Но сначала на завтрак зарядимся витамином С, омега-3, 6, ненасыщенными жирными кислотами, энергией и белком. Экскурсия по коридорам отеля. Все очень изысканно, тонко выполнено.
и спа. Это отдельный восторг. Вы только посмотрите. Сразу погружаешься в атмосферу расслабления, красоты, умиротворения. Здесь шум воды, пространство светлое и очень приятное. Стилизация индустриализма в сочетании с современностью. И здесь чувствуется, что свою историю чтят и помнят, и дорожат тем наследием, которое осталось, и его преобразили. Прозрачная крыша, своего рода медитация, очень расслабляет. То, что можешь разглядеть небо, плюс спокойная мягкая музыка, вода, обновляют чувства, тело расслабляется. А для глубокого расслабления есть комната хамам и комната полной релаксации. Комната полной релаксации с анатомически продуманным положением тела. Настоящее блаженство. Вот это релаксейшн. Орешки. Это что, маски? Наушники. Вкладыши. Какой-то этот детокс-чай. Из этого путешествия для себя поняла, все начинается с деталей и самого себя. И для перемен уже сейчас есть все возможности, и нет необходимости родиться в аристократической семье, чтобы познать культуру общения, принятие пищи, для того, чтобы интересоваться культурой, классикой и в своем доме создавать традиции семейного уюта, создавать условия для общения, которые будут наполнять, обучать и развивать. Делая этот первый шаг, сначала культура общения, питания дома, затем обучаешься у хороших, достойных примеров, изучаешь литературу, музыку, погружаешься в социум людей, где каждый уважает, вежлив и корректен друг с другом. И это новый шаг, где ты выходишь на новый уровень. Все начинается с тебя. Ты преображаешься, и люди вокруг, и твое общество преображается. И уже оно наполняет, усиливает и преображает тебя, и вы вместе двигаетесь вперед, как и мы с вами.